Знаете, за что я обожаю моделизм? Это то, что вы собственными руками в своей собственной комнате можете построить настоящую историческую эпоху или какие-нибудь свои воспоминания, например, из детства. Мне очень хочется построить этот ЗИЛ. Нет, меня в детстве не окружали говновозки, но меня окружали именно такие ЗИЛы с квадратной мордочкой. И поэтому я очень хочу построить эту модель. Так что давайте окунемся в атмосферу 2000-х и моего детства и параллельно будем строить эту модель. Я Даша Моделист, вы на канале Dasha Models, так что приступаем к сборке и окраске. Начала я работу над этим зилом по традиции из грунта, и у меня наконец-то закончился легендарный фиолетовый грунт, так что теперь я окрашу классическим серым, грунтую кабину, раму и саму бочку. И с бочкой мне пришлось немножко повозиться. Она состоит из двух деталей со стыком ровно посередине, и после сборки там оказалась некрасивая щель, которую надо было обязательно зашпаклевать. И шпаклевала я ее в 3 захода. То есть я шпаклюю, зачищаю шпаклевку, грунтую, смотрю, что получилось. И так несколько раз, пока у меня не получился адекватный результат. Хотя если посмотреть на настоящие такие ассенизаторы, то у них тоже заметен этот шов. Так что все нормально. А пока я работаю над этим зилом, я хочу вам рассказать несколько веселых и не очень историй, которые у меня связаны с такими рабочими машинами. А купить модели этих зилков и не только вы можете в магазине «Модельная лавка». В «Модельной лавке» всегда есть скидки на популярные модели и расходники. Бесплатная доставка до пункта выдачи. Применяйте промокод DASHA для скидки в 10%. А для первого заказа используйте этот промокод, и тогда у вас будет скидка в 200 рублей на свой первый заказ. Ссылочка на магазин будет в описании под видео. После грунтовки я принялась красить автомобиль, и в черный цвет я окрашу салон. С рамой я поступлю немножко сложнее. Обычный черный цвет тут не очень подойдет, так как настоящего черного цвета в природе не бывает. Я решила в обычный черный цвет добавить немножко бурой краски, чтобы рама смотрелась чуточку уставшей и выгоревшей. Нанесу затемнение на кабину зилка, а потом сразу высветление. И благодаря такому изначальному контрасту, когда я буду наносить основной цвет, он будет выглядеть несколько объемней. А теперь я окрашу переднюю облицовку кабины в белый цвет. А сам ЗИЛ у меня будет в таком цвете, в котором я часто видела его на улице в детстве. С голубой кабиной или сине-голубой. Под такой цвет отлично подойдет сине-голубой цвет от фирмы Pacific 88. Задую им кабину, а потом после нанесения основного слоя краски я добавлю чуточку белого и слегка высветлю кабину. А саму бочку я окрашу оранжевым цветом красками от фирмы Gemscale. Собственно, этот цвет так и называется — коммунальные службы. Он идеален для данного типа моделей. Покрашу глушитель в алюминиевый цвет отдельно от всей рамы. И такую мелочевку мне удобно размещать на зубочистке при помощи скульптурного пластилина. Он не такой жирный, как детский, и не оставляет никаких следов. И деталь отлично держится, и лапки не пачкаются. А теперь настал черед смывки. Перед этим приемом я покрыла модель глянцевым лаком. И в самом начале этого процесса я также покрываю кисточкой модель White Spirit, и по такой смоченной поверхности смывка отлично скатывается в углубление, что позволяет контрастно выделить рельеф. Потом я даю смывке высохнуть примерно 20 минут, и потом уже смоченной в White Spirit кисточкой удаляю излишки. Очень рекомендую подписаться на мои социальные сети, например, на мой телеграм-канал, где вы сможете оперативно отслеживать новые видео. А на Дзене вы найдете не только видеоматериалы, но и статьи о моделизме и о выставках, которые я посещаю. Все ссылочки ищите в описании к видео, а также не забывайте про ВК. Обратите внимание, что окрасочные работы я веду своими новыми кистями от российской фирмы Mini War Paint. У них есть целая линейка кистей для моделистов под разные приемы в работе. Есть кисти для пигментов и для метода сухая кисть. И, конечно же, кисти для окраски тонких деталей. Я люблю строить модели от фирмы АВТ, и в первую очередь потому, что они изображают грузовики, которые я часто вижу на улицах своего города. Хоть такие зилки уже ветераны и давно не выпускаются, а сам завод закрыт уже почти 10 лет, но они все еще работают на благо коммунальных служб. И особенно часто мне приходится видеть такие угловатые зилы в роли мусоровозов с бункерами на спине. Кстати, пару лет назад я именно такой зил делала на заказ, и мне даже немножко обидно, что он нашел нового хозяина. И особенно мне понравилось, как у меня получились мусорные мешочки, и они очень классно дополняют образ мусорки.
И да, сам мусорный бункер у меня получился прям как настоящий. Жалко, что эти наборы сейчас нигде не купить. Я бы с удовольствием собрала еще один. Из детства мне запомнился очень странный образ этих зилков. Часто их можно было встретить в странном сочетании. Один зил ехал нормально, и у него не было ни надстройки, ни грузовой платформы, а второй был расположен так, что он был как бы полуприцепом. То есть кабина и передняя ось были на первом зиле, а задняя ось каталась по асфальту. И ходили шутки, что именно таким образом зилы и размножаются. И мне очень хочется рассказать про завод имени Лихачева. Это по-настоящему легендарное предприятие. И по сути он стал первым заводом, который серийно начал выпускать автомобили. Завод расположили в Тюфелевой роще на юге Москвы. Тогда это были далекие окраины, а сейчас этот район можно смело называть одним из центральных, а от рощи осталось только одно название. А вот тут методом сухая кисть я придам шасси немножко объема. Да и от самого завода осталось только название станции метро, а точнее МЦК и жилого квартала. История завода мне очень близка. Многие мои близкие и родственники так или иначе связаны с этим заводом. Да я и сама должна, по идее, была пойти туда работать. Я закончила Московский государственный индустриальный университет, который располагался ровно через дорогу от завода. И еще в советское время он готовил специалистов для работы на нем. И что интересно, в ТУЗ-Призиле, а именно так назывался этот университет в советское время, готовил специалистов не только для ЗИЛа, но и для КАМАЗа и Уральского автомобильного завода, да и для многих других предприятий огромной на тот момент автомобильной промышленности. Настало время начать грязнить ЗИЛ, и начну я с покрышек. Чтобы пыль на них смотрелась более равномерно, сделаю я это до установки их на модель. Я пальцем вбиваю сухой пигмент вглубь протектора, а излишки вытираю этим же пальцем. И таким образом загрязнения шин получились вполне реалистичными. А за кадром я нанесла на модель сколы привычным мне методом при помощи губки для мытья посуды. И теперь настало время декалей. Тут их не так много, и в основном это номерные знаки. И напишите в комментариях, по какому региону Российской Федерации колесит этот грузовичок. А вот еще один интересный момент в работе над этой моделью. Я рисую фирменную эмблему марки ЗИЛ черной краской и окрашу мелочевку на кабине, которую еще не успела покрасить. А вот еще один любопытный момент в работе над этим набором. Я хромированным маркером от Jim Scale окрашу отражатели фар у ЗИЛа. Эти новые маркеры этого производителя. И после окраски фары действительно выглядят очень яркими и реалистичными. Красками по стеклу я окрашу световые приборы ЗИЛка. В основном это поворотники и маячки на крыше. Завод имени Лихачева был не просто заводом, а городом в городе, и его влияние на город и на страну выходило за рамки его забора. Все жители стран бывшего Советского Союза так или иначе встречали на своем жизненном пути изделия Московского автозавода. Это могли быть те самые ассенизаторы, мусоровозы, обычные грузовики, а самосвал на шасси ЗИЛ мог привозить вам торф на дачный участок, а также холодильник ЗИЛ стоял почти на каждой кухне огромной страны. Настало время придать ЗИЛку такой образ, которым я запомнила его из своего детства, в 2000-е, таким грязным, замученным работягой. И поможет мне в этом мой любимый прием – масляные точки. Применяю я несколько оттенков серого и коричневого, и точки растушевываю широкой кистью, чуть смоченной в white спирите. То же самое проделываю и с бочкой. ЗИЛ – это был не только завод, как я уже сказала выше, это был и университет, и профессиональное техническое училище, дворец культуры ЗИЛ и даже станция метро Автозаводская. Одна из моих любимых, ведь всегда, когда я на нее попадаю, это означает, что я уже дома. Кстати, раньше станция метро Автозаводская называлась завод имени Сталина, что звучит, мне кажется, немножко круче, чем сегодняшнее название. Также ЗИЛ – это и футбольная команда «Торпедо», которая в свое время формировалась из работников завода. Думаю, название «Торпедо» знают многие, как минимум благодаря легендарному советскому футболисту Эдуарду Стрельцову. Но ЗИЛ в некоторой степени продолжает жить, хоть и немножко в извращенном виде. Например, есть некая фирма ЗИЛ IP, которая владеет правами на торговую марку ЗИЛ. То есть без ее великого согласия вы не сможете создать модель или же любую другую продукцию под этой маркой. Поэтому АВТ Models, да и другие были вынуждены с ними договариваться. Но зато на мордочке этого грузовичка мы можем смело нарисовать легендарную эмблему ЗИЛ. Вот так вот завода нет, а торговая марка продолжает приносить доход каким-то людям.
Также большое влияние оказал завод и на формирование районов Москвы. Когда в 30-е годы проходила индустриализация, Москве и ее предприятиям, и в том числе и ЗИЛу, тоже требовались рабочие руки. И с окрестных деревень, да и вообще со всего Подмосковья подтянулись бывшие крестьяне работать в заводских цехах. Благодаря этому и появилась необходимость в строительстве жилья для них. И практически весь Даниловский и южнопортовые районы города Москвы были заселены работниками ЗИЛа. Вторая волна рабочих переселенцев возникла уже после войны. ЗИЛу по-прежнему не хватало рабочих рук, и в то время в Советском Союзе нельзя было просто так по своему желанию взять да и переехать. Поэтому рабочие руки набирались по лимиту, и подобных переселенцев называли не очень приятным по смыслу словом – лимитчиком. Думаю, многим москвичам будет понятен этот термин. И я разместила на свои места стекла грузовичка. Сделала я это при помощи специального клея для прозрачных деталей от фирмы ZIP. Ну а если у вас нет под рукой такого клея, то подойдет и обычный ПВА. Стекла неплохо себе держатся и не мутнеют. И как финальный штрих я припылю ЗИЛок разными оттенками пыли, и в этом мне помогут сухие пигменты. Я нашла в запасах несколько оттенков от разных фирм. Это и российский ZIP, и испанский АМО. Тут главное не переборщить. И вот такая модель у меня получилась. И она олицетворяет всю эпоху прошлых лет. Она такая немного пыльная, немножко неотесанная, как и все в те годы, которым, я так понимаю, людям было не до красоты. Так что рабочая лошадка получилась у меня довольно натуральной. Надеюсь, вам понравился этот урок, этот экскурс. И оставляйте комментарии, ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал. До новых встреч. Пока-пока.